Ну что, кажется, можем начать? Жаль так. Ну что же, всем привет, кто сегодня с нами и кто нас смотрит. Спасибо большое, что уделили много времени в выходной, чтобы нас послушать. Сегодняшняя наша встреча посвящена тому, как популяризовать инклюзию в медиа, как вообще сделать разнообразие более видимым, какие форматы можно использовать, как дать аудитории возможность прикоснуться к чужому опыту и таким образом соединять разные группы людей, какие для этого делают спектакли, подкасты и прочее. Меня зовут Полина, и я продюсер подкаста «Невидимое». Это подкаст, который представляет собой 10 монологов незрячих людей без посредников. Они сами рассказывают о том, как они воспринимают свою реальность и что они чувствуют. И сегодня со мной замечательные люди, которые делают разные инклюзивные проекты и занимаются инклюзией в целом. Это Ирина Шульга, она сегодня с нами онлайн. Она пиар-директор Центра творческих проектов «Инклюзион», и Ирина очень сильно помогает нам в подготовке проекта «Невидимое». Также с нами онлайн Зоя Рутер, она арт-менеджер, драматург, пиар-директор фонда «Живой город». И со мной рядом Анастасия Бабаева, пиар-специалист фонда «Альма-Матер» и также автор инклюзивного подкаста «Это тебе». Это очень интересный саунд-драма об эмоциях с участием нейроразнообразных людей, очень рекомендую. И Валерия Сатлер, менеджер программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». И, конечно, перед тем, как мы организовали эту встречу, мы тоже собирались и думали вообще, мы задавались вопросами, кому интересно послушать сегодня об инклюзии, о каких-то таких социальных проектах. И поэтому мы начнем именно с этого наш разговор сегодняшний, вообще, что сегодня происходит в обществе с инклюзией, правда ли, что об инклюзии стали говорить чаще, и как сегодня понимают инклюзию. Здесь бы мне хотелось передать слово в первую очередь Ирине. Ирина, пожалуйста. Добрый день. Все, да, все хорошо со звуком еще раз. Да, все отлично. А, Здравствуйте. Спасибо, Полин, спасибо большое, коллеги, на самом деле, за подкаст, за то, что вы начали это делать. Очень здорово было делать это вместе. Мне очень интересно разговаривать о популяризации различных медиапродуктов с включением разных социальных групп с коллегами. Почему? Потому что все, кто здесь присутствует, да, в качестве спикеров, это люди, которые давно, не первый год, успешно поддерживают проекты с включением актеров, людей с инвалидностью. И, например, Настя представляет фонд «Альма-Матер». Это большие классные спектакли, которые проходят в коллаборации с разными театральными площадками. Если не ошибаюсь, последним была снова сцена Александринского театра. Это спектакли, которые стоят в репертуаре, на которые приходят люди, которые интересны, за которыми следят. Зоя работает в проекте «Живой город» и занимается пиаром площадки МОН театральной казанской, где инклюзивные спектакли, как мы их, наверное, сейчас называем, вернемся к этому, они также стоят в репертуаре и также регулярно собирают аншлаги. Валерия работает в «Особом взгляде». Это наши давние партнеры и друзья, с которыми мы тоже делали кучу проектов, в том числе фестиваль социального театра «Особый взгляд», который, мне кажется, так суммирует все, о чем мы говорим в ежедневном формате, делаем те проекты, которые мы делаем, социальные, инклюзивные. Вот по поводу, возвращаясь к вопросу, ну и Центр инклюзион, в котором, собственно, работаю я, у нас прямо в миссии прописано, что у нас миссия заключается в популяризации инклюзивного и социального театра и тем самым популяризации инклюзии в обществе. Когда Центр инклюзион только создавался, 5 лет центру и 7 лет первому спектаклю, из которого, собственно, он вырос. Это спектакль «Прикасаемый», в котором играют слепоглухие актеры и актеры профессиональные из разных московских театров и звезды театра и кино. Они все вместе существуют на площадке, работают, создают этот спектакль. Он был там прям тестовым, с которого начался работа Центра инклюзион. И вот если ретроспективно мы посмотрим на пресс-релизы, мы увидим, что очень часто в них звучит старых пресс-релизов, 7-летней, 10-летней давности, звучит слово «подопечные». В
В спектакле принимают участие актеры и подопечные Фонда поддержки слепоглухих соединений, нашего учредителя. Если мы сейчас будем выпускать такой пресс-релиз, спустя 7 лет, наверное, работы нашей общей, это будет звучать как минимум странно, потому что люди, которые принимают участие в спектаклях и в проектах, они полноправные и равноценные сосоздатели этого культурного продукта в нашем случае. Когда спектакль ставится в Центр Инклюзион сейчас, например, последний спектакль «Здесь больше, чем просто селедка», там 6 незрячих актеров. Они соавторы этого спектакля, каждый из них. Они писали скрипт для этого спектакля. И это ни разу не про включение, вовлечение, про создание чего-то для актеров с инвалидностью. Это создание вместе с разными людьми. Есть такое еще часто употребляемое слово «люди с особенностями», который тоже звучит как минимум странно сейчас, потому что, опять, создавая культурный продукт, сосоздатели спектакля все с особенностями. У меня одни особенности, у Зои другие особенности. У слепоглухой актрисы Ирины Поволоцкой, которая, мне кажется, была соавтором названия подкаста, у нее третьи особенности. И вот когда мы говорим об инклюзии сейчас, мы подразумеваем в первую очередь совместность. Совместность и, наверное, равноправное участие в том или ином проекте. Поэтому вот эта история с подопечными, с благотворительностью, которая, вот слово «инклюзия», она обросла очень большим количеством неприятных коннотаций. Сейчас, если коллеги не дадут соврать, сейчас слово «инклюзивный» приделывать к проекту немножко не хочется, потому что когда мы скажем слово «инклюзивный», сразу зрители, участники извне, они будут делать целый ряд ассоциаций. Инклюзивный – благотворительный, инклюзивный – непрофессиональный, инклюзивный – для помощи, не инклюзивный для эстетической ценности ни разу. То есть вот так получается. Поэтому мы сейчас стараемся, я думаю, что все уходить от этого слова, при том, что слово «инклюзивный», оно на самом деле очень хорошее и емкое. Почему-то вот в российской действительности это слово с его изначальной коннотацией не прижилось. Это инклюзивный обозначает включающий, опять, всех участников. Это могут быть люди с инвалидностью, это могут быть люди, например, с опытом бездомности, это могут быть люди, которые борются с какими-то своими ментальными проблемами, и люди, которые борются, не знаю, с уверенностью в себе, или люди, у которых высокое давление вчера было. Да? Вот, наверное, о включении совершенно разных людей, совершенно разных особенных мнений, точек зрения, опыта жизни. Наверное, вот сейчас мы видим инклюзию именно так. И кажется, что это более близко к исходному ее пониманию, исходному появлению. И еще один момент, которым я хотела бы сказать, что опять инклюзия, вы напишите «инклюзивный спектакль». Все подумают, это спектакль с актером с инвалидностью. Не всегда. Я надеюсь, Зоя расскажет побольше о проектах МОН, например. И инклюзия подразумевает включение совершенно разных групп, о которых, может быть, мы тоже не говорим. Люди с инвалидностью – это один сегмент. Люди, не знаю, люди, подростки, которые остались без попечения родителей – другой сегмент. Жертвы домашнего насилия – третий сегмент. Не знаю, горожане, которые хотят высказаться на свои болезненные темы или темы, которых интересует, третий сегмент. И все это инклюзия. То, как она сейчас существует в проектах, которые давно занимаются этим вопросом, и то, что мы стараемся передавать. Более того, я думаю, что сейчас появятся новые группы стигматизированные и новые группы, с которыми мы не знаем, как работать пока в нашей нынешней действительности. И работа с этими группами тоже будет инклюзией. Она будет сложной, но это тоже в ту же сторону. Вот, наверное, вот так тезисно это то, о чем мы все говорим и о том, что мы пытаемся сказать. Делая свои проекты, мы пытаемся обратить внимание на то, что
все-таки мы пытаемся обратить внимание на то, что невидимо, скрыто, на то, о чем мы не говорим в ежедневной жизни. Мы можем сделать красивый инклюзивный спектакль, и его одним из важных эффектов будет запрос на то, чтобы человек мог зайти на репетицию, чтобы у него был пандус, чтобы у него был переводчик жестового языка, чтобы ему помогли добраться, условно говоря, если это подросток, который не ориентируется в городе. Это все про потребности. И вот одним из важных социальных эффектов спектаклей и любых других медиапродуктов является внимание к потребностям другого. Говоря, что мы создаем продукты вместе, мы не отрицаем эти потребности. Мы, наоборот, обращаем внимание. Наша задача делать культурное пространство и общественное пространство доступным и внимательным к каждому. Вот, наверное, так. Спасибо огромное, Ирин. Я бы очень была бы рада услышать еще мнение других коллег, например, Настя или Лера или Зоя. Может быть, у вас тоже есть какое-то свое определение того, как сейчас понимают инклюзию, какое-то дополнение к словам Иры? Ну, я бы хотела сказать, что, наверное, мы сейчас говорим про инклюзию я очень согласна с Ирой, с тем, что мы говорим о неких невключенных группах, которые, к сожалению, невидимы в обществе. И в целом основная наша цель, я думаю, всех присутствующих, тех, кто работает сейчас с любыми инклюзивными проектами, в том, чтобы термин «инклюзия» исчезла. То есть, чтобы у нас не было понимания того, что кто-то не включен. Скорее всего, это невозможно, потому что мир по определению несправедлив и всегда будет. И просто наша задача постоянно двигаться к уменьшению вот этой вот несправедливости, неравному разделению проявленности в обществе, вот этим вот историям про то, как кто-то ограничен в своих правах, возможностях, например, добраться на репетицию, как сказала Ира. Поэтому все мы работаем над тем, чтобы инклюзия как термин просто исчез. Пока вот мы находимся в состоянии, когда мы все еще зависим, и нам очень важно обращать внимание, делать усилия для того, чтобы видеть заметными вот эти вот недоступные ряду групп вещи. Зоя, а в чем особенность работы с инклюзивными проектами и вообще на что нужно обращать внимание аудитории при создании инклюзивного проекта? И вообще на что нужно обращать внимание и команде в том числе при создании такого проекта или широкой аудитории? Ну, я, наверное, здесь могу поделиться именно своим опытом работы на театральной площадке. Мы находимся в Казани, и у нас независимая театральная площадка, которая подразумевает развитие современного вот этого вот контекста. Мы развиваем театр «Гаража» на современный национальный театр. И у нас есть в репертуаре инклюзивные спектакли, но с недавних пор, где-то, наверное, второй вот сезон, мы вообще отказались от термина «инклюзивный спектакль» в своей работе. Вот сейчас, вот, например, в этом сезоне, в этом как бы периоде там, с сентября по июнь у нас в репертуаре присутствует 2 спектакля, в которых есть люди с инвалидностью. Как говорила Ира, здесь можно говорить о том, что вот как бы инклюзивный спектакль — это не только люди с инвалидностью. Но вот у нас, например, так, у нас есть 2 спектакля, они оба в чем-то похожи, потому что в них есть пластическая часть, один полностью пластический спектакль, созданный в коллаборации с инклюзионом, а другой спектакль, который, как мне кажется, является наследием, потому что режиссер, который попробовал в себя в соавторстве предыдущего спектакля, который называется «Стейдж-фрагменты», сейчас сделал полностью свою работу, такую, с одной стороны, пластическую, с другой — документальную. И в тот момент, когда мы перестали позиционировать эти спектакли как инклюзивные, стали рассказывать, про что они, как они делаются, для чего они делаются, потому что идея создать спектакль не стоит в том, чтобы собрать и в первую очередь выкатить людей на колясках, чтобы они что-то кому-то показали. Нет, идея спектакля в том, чтобы рассказать о каких-то проблемах, которые в целом есть во всем обществе. И вот эта смена позиционирования повлияла на то, что люди, которые приходят к нам, они подготовлены
к тому, чтобы увидеть что-то, о чем они не знали, то есть проявить какую-то эмоцию, проявить какое-то соучастие. И это круто работает по отношению и к участникам, которые на сцене, и к тем зрителям, которые оказываются в зале. И вот при создании таких спектаклей, мне кажется, очень важна цель. Мы в первую очередь хотим создать классный продукт. То есть мы занимаемся искусством, и наша цель создать объект искусства, то есть будь то, я не знаю, инсталляция, спектакль, картина, кино, цель стоит в том, чтобы создать вот этот вот крутой, хороший продукт, а не в том, чтобы чтобы кто-то кого-то, не дай бог, пожалел, потому что иначе, когда мы вытаскиваем вот эту вот историю с инклюзией на передний план, у нас смещается работа, ну, то есть смещается акценты в работе самого вот этого микросообщества. И действительно мы акцентируем внимание на то, что мы все здесь соавторы, мы все находимся в горизонтальной структуре. До какого-то момента в театре не было модно заниматься вообще любыми горизонтальными отношениями, все всю жизнь подчинялись режиссерам, но, слава богу, последние, ну, я не знаю, лет 10, по крайней мере, в России, в современном театре, мы говорим все чаще о горизонтальной структуре работы, о том, что мы являемся соавторами, мы являемся носителями какой-то документальной истории. И вот чем чаще мы начинаем обращать внимание вот в эту область соучастия, тем лучше на самом деле получается продукт, тем лучше он продается, тем лучше на него и охотнее приходит зритель, тем больше он узнает. И здесь как бы такая ситуация, где выигрывают все. А если мы говорим про вот это соблюдение баланса, с одной стороны, что это горизонтальная структура, и хочется к этому стремиться, с другой стороны, есть еще другая плоскость, это преодоление какого-то определенного взгляда на инклюзию. Интересно узнать, какие форматы наиболее подходят для вообще освещения этой темы, и в чем заключаются основные сложности при выборе этого формата. Ну вот, смотрите, у нас тут есть опыт принятия большого фестиваля социального инклюзивного искусства «Особый взгляд», который мы делали у нас в библиотеке, в Национальной библиотеке Республики Татарстан в Казани. И мы поняли несколько вещей, исходя из этого опыта, что любая форма, во-первых, подходит для популяризации, но в каждой из этих форм должен быть доступен медиатор, который слишком сложную форму может объяснить легко. То есть в каждой из этой истории важен проводник, который сделает этот опыт взаимодействия с медиа, с продуктом или с, я не знаю, форматом театрального какого-то события. То есть важен вот этот диалог с аудиторией. То есть если мы запускаем подкаст, это круто, и мы можем, опираясь на рассказывание историй, донести свою мысль. Если мы создаем, например, инсталляцию, то важно, чтобы мы ее создали таким образом, чтобы нашелся человек, который помог с этой инсталляцией взаимодействовать аудитории, чтобы она не просто была то есть мы выплеснули свои эмоции, хотя мы как бы понимаем, что художник, вот он как бы выплескивает, вот он как бы так это видит, вот, но если мы хотим еще добиться какой-то цели и ненасильственно что-то еще объяснить, важно как бы продумывать путь зрителя и вот этот вот процесс, как человек будет взаимодействовать с этим объектом. И здесь мне, конечно, очень нравится форма театра, потому что очень доступно, и всегда мы понимаем, как вот, ну, типа, мы видим зрителя, как он заходит, мы видим зрителя, как он уходит, и мы понимаем практически моментально, какого эффекта мы добились. А в остальном, мне вот кажется, больше Настя вот подскажет про ее опыт работы немножко с другой стороны, через, допустим, аудиоспектакли и прочие вещи. Но мне кажется, вот сейчас... Если мы не можем рассказать историю доступно, то было бы здорово, если бы нашли доступного медиатора, который поможет аудитории взаимодействовать с этим контентом.
Да, Зоя, спасибо. Я просто подумала, что у меня есть, наверное, ответ про то, что такое для меня инклюзия. Я еще с этого сейчас хочу начать. Вот. Я супер согласна с Ириной и Зоей, конечно, но у меня в голове уже 2 года сидит фраза, что инклюзия – это свойство спектакля, поскольку я занимаюсь театром. Вот. Мне проще как будто так воспринимать и логичнее, что не относить инклюзию как какой-то там метод создания спектакля или еще что-то, или просто как формат, а это просто свойство, и оно должно быть оправдано. Я по образованию театровед, мне нужно все оправдывать. Вот. И тоже продолжая вот этот диалог, мне кажется, что любой формат подходит, абсолютно любой. Главное не сбивать инклюзивные продукты в гетто. Условно, когда мы делаем фестиваль только инклюзивных спектаклей, или мы сейчас вот говорим только про инклюзию, тогда автоматически вот эта плашка этой инклюзивной, она необходима. Вот. А если мы хотим уйти от нее, как будто бы нужно просто делать инклюзивный продукт наравне с другим и говорить про это наравне с другим, и тогда не надо будет, в общем, ставить эту плашку. Вот. А про форматы, как мне кажется, одни из самых удачных – это действительно аудиоформаты, потому что я их еще очень сильно люблю. Я люблю аудиоспектакли, как режиссер я их делаю. Вот. И мое знакомство с инклюзией, оно случилось как раз через аудио. Я никогда не взаимодействовала с нейроотличными людьми, и когда устраивалась на работу в фонд «Альма-Матер», мне прислали небольшое видео, фильм про проект «Квартира». Это был первый проект фонда, проект Бориса Павловича и независимой компании «Разговор», которая, собственно, выросла из проекта «Квартира». И про этот проект снят фильм. Его можно посмотреть на ОКО, если есть подписка, он доступен, он прекрасен. И там фильм начинается с голоса девушки с аутизмом. Но я не знала, что у нее аутизм, я вообще не знала, кто это. И голос какой-то невероятной красоты, и я влюбилась, у меня мурашки. И потом, когда я с ней познакомилась, сейчас моя коллега, вот, и я подумала, что да, это самый мягкий путь знакомства с инклюзией, он только через голос, мне не нужно физически сталкиваться с человеком и как-то преодолевать там свои собственные стигмы, барьеры и все остальное. И поэтому, да, послушайте подкаст. Любой инклюзивный подкаст – это отлично. Вот Зоя уже упомянула, что все равно при создании проектов часто может понадобиться медиатор. И тут мне бы хотелось еще спросить Леру про вообще команду, которая может работать над такими форматами, чтобы это было глубоко, по-настоящему видимо, чтобы это не превращалось в какую-то обособленную структуру. Кто вот может создавать такие проекты, кто необходим в команде? Хотелось бы сказать, что любой проект, просто все коллеги сегодня здесь присутствующие больше относятся к культуре и к театральной сфере. Мы в фонде, хоть он у нас и называется «Искусство, наука и спорт», в программе «Особый взгляд» занимаемся в том числе, конечно, и культурой, и развитием социального театра, но основная часть нашей работы сосредотачивается на реабилитации и абилитации людей с инвалидностью по зрению, с нарушением зрения. И здесь я бы сказала, наверное, что, конечно, включение непосредственно людей с нарушением зрения в работу очень для нас важно, потому что, как гласит великая мудрость, я бы даже так сказала, ничего для нас без нас, поэтому мы всегда опираемся на мнение и опыт, и экспертность людей с нарушением зрения в своей работе. Это большая, наверное, я бы даже сказала, часть наших сотрудников. И, конечно, опыт работы в данной сфере тоже дает очень большую фору, потому что я, например, начинала работать в школе-интернате номер 1 для слепых детей города Москвы. И непосредственная работа с детьми дала мне понимание того, как и для чего и почему нужно делать. Поэтому этот опыт работы позволяет мне в настоящее время, в нынешней работе,
осознавать то, как это надо делать, привлекая к этому людей с нарушением зрения непосредственно. У нас большой круг общения, мы всегда советуемся, всегда спрашиваем мнение о том, как это делать, поэтому... А самое, наверное, важное, люди должны быть включенными, то есть желание работать и создавать доступную среду, инклюзию важно первостепенно. Если нет такого желания, то, я думаю, и идти работать в эту сферу не имеет смысла. Абсолютно согласна. А что насчет включенности самой аудитории? Потому что это немножко затрагивает ту тему, которую мы уже сказали про форматы, но если говорить о медиумах, кажется, что мультимедийность, она как будто бы более доступна, более интересна для аудитории. На самом ли деле это так? Нужно ли делать, чтобы популяризовать инклюзию, нужно ли делать какие-то яркие мультимедийные проекты? Или как вам кажется? Может быть, иначе? Ну, мне кажется, для того, чтобы широкая общественность узнала о том, чем и как живут люди с разной инвалидностью, для популяризации, в принципе, этой стороны жизни людей, мне кажется, это, знаете, как плохой рекламы не бывает. То есть все методы хороши. Как мы говорили, вот, ну, в принципе, есть люди визуалы, аудиалы, кто-то кинестетик, и все по-разному воспринимают информацию. Сейчас очень популярны подкасты, очень многих слушают в этом бешеном ритме жизни, когда ты бежишь с одного мероприятия на другое, с работы куда-то еще, то, конечно, этот формат очень интересный, когда ты можешь, собираясь дома, включить видео и начать смотреть какое-то интервью, потом, выбегая из дома в наушники, продолжать слушать его. То есть очень круто, что сейчас медиа помогает нам создавать такие форматы, когда ты можешь и послушать, и посмотреть, и это все соединяется, потому что кто-то воспринимает лучше информацию, чтобы она еще дублировалась картинкой, кто-то хорошо воспринимает на слух. Например, я очень тяжело воспринимаю подкасты и все аудиальное, если нет картинки. То есть я визуал, и мне очень сложно иногда слушать подкасты. И то есть для каждого важен свой подход, и не надо всегда уходить в какую-то одну сторону. Подкасты, да, это очень круто, но для кого-то важно прочитать информацию, для кого-то посмотреть ее, кому-то послушать. Поэтому даже статья в журнале «Домашний очаг» для кого-то будет, образно говоря, самым лучшим и доступным средством получения информации, а не только подкаст. Поэтому, наверное, все методы хороши, и каждый из них надо использовать. Ирина, а как вам кажется, потому что вы все-таки занимаетесь непосредственно пиаром театральных проектов, больше театральных проектов, и интересно, ну, поскольку это большой вокруг этого контекст, чувствуете ли вы, что все-таки вот эта театральность, она больше выполняет задачи, которые нужно, или на самом деле нет никакой разницы? Ну, если мы говорим про знакомство с разными людьми, про знакомство с людьми с инвалидностью, мне кажется, что самый простой способ, почему театр мне нравится в этом смысле, это самый простой способ, потому что ты находишься в одном помещении с человеком, потому что он у тебя на расстоянии вытянутой руки, и это вот такой очень близкий контакт. То есть, не знаю, например, на спектакле «Здесь больше, чем просто селедка», который в СИМе показывался, после любого спектакля происходит какое-то общение, да? И зрители, как правило, они остаются, они задают вопросы, они интересуются, они фотографируются с актерами, и вот здесь вот происходит какой-то очень быстрый слом барьера, потому что вот ты как бы подошел к слепоглухому человеку, взял его за руку и видишь, что как бы вот можно пообщаться, все в порядке, это просто перевод, ничего страшного. Вот. И это происходит на спектаклях, наверное, быстрее, мне кажется, если вот так. Но для того, чтобы человек до этого спектакля дошел, для того, чтобы он до этого контакта дошел, вот для этого нужна и вся остальная медиаработа, в том числе, для того, чтобы человек дошел. Мы же занимаемся не только спектаклями, да, у нас вот есть, например, не знаю,
к нам периодически приходят коллеги и говорят, что помогите, пожалуйста, нам вот с продвижением там, того или иного проекта, может быть, лекция, это может быть вебинар, это может быть какая-то встреча, перформанс, может быть, что угодно, да. И, в общем, работа с любым продвижением проекта, в котором принимают участие люди с инвалидностью, она ничем не отличается от работы с любым другим культурным проектом. Здесь я бы хотела немножко обратиться к опыту команды великой Центра имени Мирхольда, которая была актуальна до весны этого года. Да? Ребята делают очень хорошую, у них очень хорошая выстроенная маркетинговая стратегия с тем, чтобы инклюзивные проекты, как мы их сейчас называем, проекты, которые так или иначе затрагивают тему инклюзии, они включены в повестку просто театра. Они выращивают свою аудиторию, они подводят свою аудиторию, как Зоя сказала, к тому, чтобы быть готовым к встрече с человеком другим, с которым они не встречались. Не обязательно человек незрячий или на коляске, да, с любым другим. Вот. И мне кажется, что тут такие общепринятые схемы применимы на самом деле. Вот я Настю бы еще спросила, потому что, условно говоря, есть спектакль, мне очень нравится опыт фонда «Альма-Матер», потому что есть вот спектакль, у тебя есть спектакль, да, вот перед тобой, как перед пиарщиком, он лежит, его сделали, он хороший, в нем играют актеры нейроотличные в том числе, и тебе нужно как-то его вот работай, пожалуйста. Здесь все хорошо, здесь хороши фотосессии, здесь хороши участие в подкастах, участие в фестивалях. Мы работаем точно так же. В общем, я думаю, что да, вот такой будет ответ. Настя, скажи, пожалуйста, как вы продвигали? Можно вопросы задавать, да? Конечно. Расскажи, пожалуйста, жаль, что тебя здесь нет, как вот работа происходила. Да, я тоже сейчас про него думаю, вспоминаю, почему фотосессии, как это подвести. Когда пришла на работу, я долго думала, какое должно быть позиционирование у ребят. И жаль, что тебя здесь нет. Это мюзикл на новой сцене Александринского театра. Это репертуарный спектакль в Государственном театре, инклюзивный мюзикл. Вот. На особом взгляде его как раз показывали. Очень крутой, вообще люблю, очень скучаю по нему. Вот. И я подумала, что окей, Александринский театр — один из основных театров в Петербурге. Ребята наши себя ощущают актерами, они действительно это так и есть. Они уже, если не ошибаюсь, 7 лет профессионально играют на разных сценах. Практически все спектакли в «Золотой маске» или какие-то награды и так далее, значит, это актеры. Актеры прям звезды Петербурга. Значит, позиционирование должно быть такое, как у звезд. Значит, мы делаем фотосессию на Витебском вокзале в умопомрачительных просто костюмах нашего художника Кати Андреевой. Выглядит эта фотосессия как какая-то фэшн-фотосессия из Vogue, вот, и что-то такое. Значит, мы приглашаем на наш спектакль журналистов из глянцевого журнала «Собака.ру», и в итоге команда «Жаль, что тебя здесь нет», мы входим в топ-50 самых знаменитых людей Петербурга вот, от «Собаки.ру». Ну, то есть мы пришли как раз вот в эту историю. Я почему-то называю себя это «Апопсить», вот, но в целом мы вот вышли на уровень журнала, который читает большинство людей, самых разных, может быть, тех, кто не сталкивается с инклюзией. Вот как раз таким способом. Не знаю, журнал Snoop тоже нас на что-то номинировал, и это история про то, что, возможно, эти люди бы никогда не пришли бы на этот спектакль, если бы мы не стали позиционировать этот спектакль ребят действительно как звезд театра. И в этом огромная вообще заслуга директора фонда Нины Михалюк, потому что мы когда с Борисом Павловичем обсуждали вообще стратегии или какие-то позиционирования нас, он всегда воспринимал команду разговоров как неких таких современных абериутов, кочевников Петербурга, домашняя такая тусовка из петербургской коммунальной квартиры, а фонд, который вообще все это дело затеял, и сама Нина, это история про как раз популяризацию, про глянец, про вот это все. И тут получился симбиоз, абсолютно гениальный, на мой взгляд. Вот, как-то так.
Вот это очень интересно про глянец, потому что это как раз был мой следующий вопрос. Если мы создаем суперпопулярный продукт, какой-то немножко глянцевый, с фотосессиями, все здорово, не бывает ли такого опасения, что, может быть, это будет немножко уходить, на самом деле, от задач инклюзии, от разговора об инклюзии, о том, что, может быть, это получится слишком красочно, недостаточно социально, может быть, как ты считаешь? Вот тут, ну, мне кажется, очень однозначный ответ, что вообще не мешает одно другому. Красочным оно... То есть какие цели ставит инклюзия? Тут надо про это подумать тогда скорее. Вот. Если мы берем инклюзию как социальное направление, которое ставит перед собой цель, не знаю, сейчас страшно буду для себя слова говорить, интегрировать отличных людей в общество, ну или что-то вот это вот, то да тоже не помешает. Почему нет? Чем больше ты слышишь и чем больше видишь в инфополе других людей, других с большой буквы, тем, мне кажется, твое мирозрение чуть-чуть меняется, и вот эта стигма, она пропадает. Но я думала про это как раз пока подкаст создавала, ну, придумывала его, потому что я сама очень не люблю подкасты и вообще их не слушаю. Вот. И мне было интересно создать какой-то продукт, который я бы сама послушала, и как раз сделать его очень красивым. Вот это было самое важное. Мне очень понравилось, приятно было, что ты сказала перед началом, что подкаст красивый. Вот прям такой, да. Вот. И даже не так важно, что о чем там ребята говорят, но важно, чтобы он был прямо, чтобы там были 3D-эффекты, чтобы ты слушал, его надо слушать в 2 наушниках. Мы потратили большую часть времени со звукорежиссером на постпродакшн, буквально ночевали на студии, сидели, и вот все на какой-то гигантской студии в БДТ в Петербурге. И он прямо вышкаленный, то есть мы его вычищали, и это было самое важное. И мне было даже не настолько важно, что, я оттолкнулась от ребят, от того, что им интересно, а дальше мне хотелось сделать из этого прям конфетку. То есть, и поэтому, мне кажется, оно не противоречит друг другу совсем. Но получается, что твой пример показывает, что вообще эти группы можно интегрировать в общество без... Не просто рассказывать, а именно интегрировать людей без личного контакта, в том числе рассказывать об этом. И кажется, что... возможно, без личного контакта это... Я имею в виду, что вот, например, через подкасты можно рассказывать просто про инклюзивные группы, но мы еще ставим своей задачей интегрировать именно, то есть вовлекать людей в какие-то другие процессы. Вот скажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу? Да, как раз я слушала один подкаст, и не помню, кто его делал, по-моему, в Новосибирске какая-то студия делала, вроде бы, не могу ошибаться, подкаст с людьми с аутизмом, где люди с аутизмом рассказывали про свое видение мира. И я подумала, окей, это уже сделали, это хорошо. Мое субъективное, мне сложновато, мне скучновато это слушать, потому что я вроде как в теме, но при этом это все равно возможно, круто, короче, что это есть, вот. Но сама я бы такое сделать не смогла и не очень хотела бы. И мне была интересна тема эмоций. Подкаст «Это тебе», он про 7 базовых эмоций у человека. Подумала, что можно сделать, как эту тему можно преподнести ребятам с аутизмом, а оказалось, что им тоже это суперинтересно, и потому что, оказывается, тоже недавно выяснила, что, нам общество условно диктует правило скрывать, злость. Когда я в себе, как человек, нашла 2 года назад, что я не умею злиться. Оказывается, злиться не умеют люди очень часто, потому что в детстве нам говорят, твой ребенок плохой ребенок, не злись, фу-фу-фу. И ты это в себе скрываешь и так далее, и это приводит к тому, что повышается тревожность, ты не можешь, ты даже не знаешь, что тебя что-то злит, потому что ты не умеешь это выражать. А у ребят с неотличиями очень схожая история, но при этом кто-то супер открыт
и ему гораздо проще, то есть он разозлился, он сейчас прокричит 2 минуты, а дальше все окей. И я вот учу этому абсолютно точно. А есть ребята, которые точно так же в детстве их заглушали их эмоции, и в итоге это выходило в тики. У нас, например, есть в разговорах актер, у которого он очень высокий парень, и он делает всегда вот так. И это довольно страшно. Я понимаю, что если бы я была человеком незнакомым, мне это как раз вызывало бы опасения, и поэтому я бы, наверное, прошла бы мимо него или не подошла бы близко. Вот. А это тоже от того, что человек просто сдерживает себе эмоции. Ну, у него выражается это в тике. Вот. И мне было супер интересно инициировать диалог про эмоции с людьми с опытом известности, с людьми с опытом аутизма, с человеком-психологом, психотерапевтом и коучем, и просто с классным актером, который здорово болтает. Вот. Спасибо большое. И у нас остался, на самом деле, последний вопрос. Он такой более общий. Он связан с тем, какие шаги вообще для работы, популяризации инклюзии мы должны были бы предпринять. Вот представим, что мы как раз можем их осуществить. Лера, кажется, что этот вопрос вам. Расскажите, пожалуйста. Шаги, необходимые для популяризации инклюзии, на наш взгляд, можно так условно поделить, допустим, на 3 ступени. Конечно, в самом начале надо говорить о том, что на государственном уровне должны быть приняты инклюзивные ценности в целом. И в данный момент ведется большая работа на государственном уровне по развитию этой самой пресловутой инклюзии, но пусть лучше так, чем о ней бы вообще не говорили. Есть большая государственная программа «Доступная среда», как мы все знаем, которая реализуется Министерством труда и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Множество других межведомственных приказов, допустим, о обеспечении условий доступности услуг в организациях культуры. Наш фонд также занимается лоббированием и продвижением нормативно-правовых актов, укоренением инклюзии, да, можно сказать. Мы проводим работу по... Я вот тифлокомментатор, но я думаю, что многие, кто нас смотрит и здесь слушает, сегодня знают, что тифлокомментирование – это лаконичное описание предмета, пространства или действия, непонятное незрячему человеку, без специальных словесных пояснений. И вот я, например, являюсь специалистом по тифлокомментированию, но такой профессии до сих пор нет официально. И мы уже не первый год стараемся продвинуть профстандарт для того, чтобы эта профессия появилась, и культурные институции в том числе могли нанимать на работу тифлокомментаторов, потому что на данный момент ни один театр в стране не может позволить себе иметь тифлокомментатора официально. И наш фонд помогает в этом. Мы выдаем гранты театрам на организацию тифлокомментирования спектаклей и оплачиваем работу, услуги тифлокомментаторов в этих театрах. Что еще можно говорить об инклюзии? Да? В настоящее время ведется, это наша такая очередная победа, и мы очень этому радуемся. Сейчас в Министерстве культуры ведется отработка механизма передачи тифлодорожек от национальных фильмов, потому что это единственная зона, в которой тифлокомментирование регламентировано на законодательном уровне. То есть в сфере кинематографа есть закон, который обязывает кинопроизводителей, у которых есть национальная поддержка, то есть финансирование от государства, выпускать фильмы в прокат с тифлокомментированием и субтитрированием. На это выделяются государственные деньги. Но, к сожалению, механизм еще не до конца отработан, и тифлокомментарий не доходит до конечного благополучателя, да, скажем так. То есть незрячие люди не всегда имеют доступ к тифлокомментарию фильма, даже если он существует. Сейчас ведется отработка механизма. В настоящее время уже большое количество кинопроизводителей подписывают меморандумы о том, чтобы передавать тифлокомментарий, когда он готов, в общий доступ, чтобы все незрячие люди имели
доступ к этому тифлокомментарию. И уже на основании этого механизма, он сейчас отрабатывается, получается опыт, будет создан нормативно-правовой документ, который регламентирует как раз-таки передачу уже на законодательном уровне без помех для того, чтобы действительно конечный результат доходил до своего получателя. О чем еще можно поговорить? Мы проговорили первый уровень, такой государственный, и здесь действительно ведется работа, и мы всячески стараемся это поддерживать. Второй уровень – это, наверное, мы можем брать какие-то организации, учреждения, которые непосредственно работают. И если говорить об инклюзии, то, на наш взгляд, наверное, это готовность вступить в коммуникацию с человеком с особыми потребностями, да, с человеком с инвалидностью. И это непросто сделать в организациях и учреждениях. И, наверное, организации могут начинать с того, чтобы, например, проводить обучающие тренинги для своих сотрудников, особенно в тех учреждениях, где сотрудники могут взаимодействовать и вступать в коммуникацию с людьми с инвалидностью, которые приходят в это учреждение. Это культурные институции, театры, кинотеатры, везде, где люди непосредственно в своей работе могут столкнуться. Это билетеры, капельдинеры, кассиры, те же уборщицы, охранники. То есть все те, кто это первое взаимодействие, когда человек входит в учреждение. И здесь, конечно, тренинги очень помогают. Мы, например, сейчас в пилотном проекте, который у нас идет совместно с Министерством культуры, мы проводим тренинги в рамках пилотного проекта «Доступный кинотеатр». То есть буквально позавчера вернулась из Санкт-Петербурга, где мы для кинотеатров сети «Петербург-кино» и других государственных кинотеатров проводили тренинги для сотрудников по взаимодействию с незрячими людьми. У нас большая команда, в том числе непосредственно о том, как взаимодействовать с незрячими людьми, рассказывают сами незрячие люди. То есть у нас незрячий эксперт, например, Евгения Малышко, которая рассказывает о взаимодействии, общении. Обязательно в нашей команде есть человек с нарушением зрения, с собакой-проводником. Да, их не так много в нашей стране, владельцев собак-проводников, но они есть, и они очень активные, любознательные люди, которые ходят в культурные институции. И мы сталкиваемся с тем, что люди просто по незнанию того, что собака-проводник является техническим средством реабилитации по федеральному закону, она имеет доступ в любое учреждение, начиная от общепита, заканчивая больницей, и поликлиникой и культурной институцией. То есть по федеральному закону не имеет права никакая организация не пустить человека с собакой-проводником. Но мы с этим сталкиваемся буквально на каждом шагу и несем в массы информацию о том, потому что люди просто не знают законов нашего государства. Конечно же, для организации важно озаботиться цифровой доступностью, потому что мы живем в цифровом мире сейчас на огромное количество процентов, да, и пандемия еще больше нас погрузила в цифровой мир. И незрячие люди в том числе, они пользователи и смартфонов, и компьютерами они пользуются, и для них интернет – это поле для общения, и очень важно, чтобы организации и учреждения задумывались о том, лучше на этапе вообще создания своей организации, учреждения и интернет-пространства изначально закладывать и создавать доступный сайт для тех же самых программ экранного доступа, чтобы люди с нарушением зрения могли беспрепятственно пользоваться услугами тех или иных институций.
Вот в рамках межведомственного взаимодействия с Советом по попечительству в социальной сфере в следующем году мы, например, будем проводить обучение для IT-специалистов высших учебных заведений для того, чтобы сайты вузов были доступны всем без исключения. У нас большая команда специалистов, да, по доступной именно цифровой среде. Это без исключения все люди с нарушением зрения. У нас очень много педагогов, которые преподают компьютерную грамотность, индивидуальные курсы, где незрячие люди приходят к нам для того, чтобы у своих же коллег научиться пользованию компьютером и разными программами по индивидуальному запросу. Также организации должны и могут включать в свой маркетинговый план информирование клиентов о том, что они делают в сфере доступной среды. Да. Вот очень хороший пример, например, Яндекс.Такси. Не так давно они включили у себя специальные возможности при заказе такси. Я могу поставить и активно этим пользовалась буквально вот в командировке в Санкт-Петербурге, потому что мы путешествуем с собакой-проводником, которая приехала из Москвы в Санкт-Петербург проводить тренинг, и мы активно пользовались этой функцией. Да, она еще не всегда срабатывает, потому что, опять же, люди не всегда готовы идти на этот контакт, но в большинстве случаев водители такси с удовольствием усаживали нас вместе с собакой-проводником, делали кучу комплиментов, потому что собака-проводник всегда вызывает какое-то безумное умиление у всех окружающих. Это действительно великолепные, мудрые и очень умные собаки, которые помогают своим хозяевам, я даже не знаю, как это сказать, но это действительно помощники, которые помогают обрести самостоятельность людям. Поэтому вот такие сервисы и очень хорошо доносят информацию до широкой публики, потому что когда появляется такая возможность, она высвечивается как информационное сообщение в приложении, и каждый, кто заказывает такси, это видит, и на пару процентов становится ближе к тому, чтобы вступить в эту коммуникацию уже без каких-то предубеждений, возможно. Ну и, конечно же, третий уровень, если мы берем, то всегда надо начинать с себя. Если у вас есть желание начать эту коммуникацию, то, наверное, может быть, надо начать с того, чтобы озаботиться изучением элементарной лексики, разговорной, для того, чтобы без каких-то стеснений коммуницировать с людьми с инвалидностью. У нас, например, на портале есть замечательная статья «Особая этика. Как вести себя с людьми с инвалидностью». Это прям рекомендация для всех. Можно зайти на портал «Особый взгляд», почитать статью и немножко, пусть и поверхностно, но вникнуть в то, что не надо бояться незрячему человеку говорить о том, пойдем посмотрим фильм. Да? То есть многие сразу заминаются, начинают подыскивать слова, послушать или там что-нибудь еще. Не надо этого бояться, не надо думать о том, что если человек не видит, значит, у него какая-то другая лексика из-за этого. Поэтому надо быть открытыми, и я думаю, у нас все получится. Спасибо огромное, Лера, за такие прекрасные слова, и спасибо большое за ту работу, которую вы делаете. Друзья, может быть, вы тоже хотите что-то добавить про популяризацию инклюзии, какие-то шаги? Будем рады услышать вас. Слушайте, можно я добавлю? У меня немножко, я хочу чуть-чуть назад нас отмотать к беседе минут 10 назад, когда мы говорили про глянец и про то, недостаточно ли это социально. Мне кажется, очень важно сакцентировать внимание, потому что вообще подход к работе с инклюзией во многом строится на таком деколониальном методе. Не когда мы такие замечательные и красивые пришли и кому-то там помогли. Строится работа в инклюзии через вот этот вот разговор на равных и того, что мы ищем варианты, ну, то есть вот мы, люди с привилегиями, у которых, например, есть доступ к какому-то ресурсу, мы этим ресурсом делимся с людьми, у которых этого ресурса не хватает, и предлагаем им сказать за себя. Потому что на самом деле вот эта вот история про социальное искусство,
очень-очень пагубно влияет на всех, кто в этом участвует. Потому что как только мы говорим, что мы вытаскиваем на сцену, вытаскиваем медийное пространство, вытаскиваем куда-то, где мы хотим популяризировать инклюзию, и начинаем говорить это с точки зрения «давайте мы кого-то, не дай бог, пожалеем», или «давайте сделаем это наиболее мрачно», в этом всем пропадает самая важная вещь. Потому что люди, которые хотят перестать быть невидимыми, они в целом хотят говорить о себе с позитивном ключе. Они в том числе хотят красивые фотографии, они в том числе хотят рассказывать о том, почему они счастливы. Вот, в целом есть у невидимых групп запрос в том числе на то, чтобы сказать о своих проблемах, но они также готовы и очень рады поделиться своими позитивными эмоциями. И здесь, мне кажется, вот мы про это не говорили, здесь важно об этом не забывать, что про каждого человека, вот, который нас окружает, вне зависимости от его особенностей, можно, ну вот я обычно читаю на лекциях, что про каждого человека в мире можно сделать спектакль. Просто потому, что у каждого из нас есть какая-то история, которую интересно рассказать и интересно будет послушать. Но вот было бы здорово объединиться тем людям, которые умеют делать истории на сцене, в искусстве, в подкастах, в посте в социальных сетях, умение рассказывать эту историю, вот этот наш ресурс, который мы обладаем, вот мы с ними делимся, мы помогаем рассказывать людям эти истории. И вот маркетинг весь, который строится на продвижении инклюзивных проектов, он, собственно, должен не забывать о том, что все это люди, которые хотят рассказать о себе, о том, что какой особенностью они обладают, что они чувствуют, о чем они мечтают в том числе. Вот это то, что я хотела добавить. Спасибо огромное, Зоя. Настя, Ира, может быть, вы хотите что-то сказать? Да, наверное. Если мы говорим, я вот сейчас думаю, мы так сидим и очень хорошо обсуждаем популяризацию инклюзии как, наверное, как явление какого-то. Инклюзия – это, получается, что процесс. То есть для того, чтобы популяризировать инклюзию, нужно, чтобы человек, который хочет этим заниматься, он понимал, что он понимал, что вот вещи создавать, которые вот пойдут потом в народ, в широкие массы, их нужно на них сконцентрироваться. Если мы все говорили, что если ты сделаешь красивый спектакль или выпустишь классный подкаст, на него придут смотреть люди и слушать его люди. И если в этом классном проекте будет 1, 2, 5 человек с инвалидностью, вот это будет популяризация. Вот это. А если мы соберемся вместе для того, чтобы поговорить, собственно, чего мы сейчас делаем, для того, чтобы поговорить, как включать людей, это рабочая встреча, это не популяризация инклюзии, это вот такой план, который мы создаем вот между собой для того, чтобы думать, как дальше. Я еще бы, наверное, знаете, очень часто на фестивалях «Особый взгляд» приезжает, там даже очень много народ приезжает, человек 200-300 каждый раз, лет, не помните, сколько у нас было в последний раз. В общем, большая часть из них – это небольшие коллективы, которые, вот, например, в своем небольшом городе, они сделали какой-то медиапродукт. Ну, спектакль или встречу, или перформанс, или не знаю, цикл лекций. И есть очень большой запрос на то, как позвать туда людей с улицы, зрителей. Вот мне кажется, что, суммируя то, о чем мы говорили, нужно отталкиваться, как Настя сказала, нужно отталкиваться от того, о чем эта встреча. Не от того, кто там присутствует, не от того, кто там пришел туда, а о чем эта встреча. У нас есть такой актер, мой любимый в спектакле «Здесь больше, чем просто селедка», Рома Пугачев. Мне кажется, Полина, делали интервью с ним, да? В подкасте было. Да-да-да, он один из наших героев. Да, и он один раз сказал, что спектакль может быть хороший или плохой. А кто там играет, это вопрос, в общем, 20-й. В общем, я бы обращала внимание, если мы сейчас будем говорить с людьми, которые начинают работу популяризации своего медиапродукта любого, я думаю, что стоит вот говорить о том, что это ровно такая же маркетинговая работа, как и работа с любым другим продуктом. И популяризация инклюзии – это как побочный эффект, условно говоря, ее работы.
большой побочный эффект. Вот. Еще, знаете, можно я тоже расскажу? У нас есть сайт, у Inclusion есть сайт, если вдруг кому-то интересно, inclusioncenter.ru, и мы там собираем как раз кейсы, наработки людей, лекции, вебинары, которые в том числе говорят о работе с медиа, и в том числе говорят о том, как организовывать те или иные мероприятия. Как это лучше сделать. Вот если кому-то интересно, имеет смысл сходить и посмотреть несколько вебинаров, потому что там прям реальные кейсы реальных организаций лежат. Все, спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо большое вообще за весь этот разговор, который случился. Спасибо большое за ваши ответы. Мы заканчиваем разговор, вот. Но если у нас есть какие-то еще комментарии, даже те, кто нас слушает, может быть, вы хотите задать нам какие-то вопросы или поделиться чем-то, будем очень рады. Ну, тогда, кажется, все. Спасибо огромное еще раз и до встречи, надеюсь, когда-нибудь.